Второй урок. В этом уроке рассмотрим настройки рандомного распределения форм в FXMap без особо сильного углубления, с хорошей практикой по ходу урока. Будем проходить как многоуровневое дерево квадрантов, так и скаттеринг по одиночному квадранту. Тут мы будем пробовать делать простые вещи в FXMap, но на их основе и на основе этих знаний в последующих уроках мы будем делать мощные генераторы. Также мы подготовимся создать свой первый генератор плавных шумов на FXMap. На прошлом уроке мы ознакомились с настройками ноды FXMap, с внешними настройками и с внутренними настройками ноды квадрант. Давайте пойдем дальше. Я создам новый проект. Итак, возьмем FXMap, сделаем ее черно-белой. И давайте зайдем внутрь, рассмотрим ноды внутри. Как я и говорил на прошлом уроке, что это у нас будут использоваться три ноды. Iterate, Switch и квадрант. С квадрантом мы чуть-чуть разобрались. Квадрант можно использовать в двух вариантах. Допустим, как одиночное использование, вот такое. Так и в качестве вот такого дерева. Тут может быть их много ветвей. И поставим верхнюю ноду, не забываем использовать как финальную. Если здесь мы поставим, допустим, диск, мы увидим, что у нас нарисовались диски. Давайте мы посчитаем, сколько у нас октав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, нам здесь нужно Global Opacity поставить на 8. И мы можем в Pattern Size сделать их кружочки чуть-чуть поменьше. То есть у нас получилась вот такая вот сетка, да? Можно попробовать сделать ее побольше. Таким образом. К примеру. Или давайте даже вот так вот. Есть второй вариант использования квадранта. Использовать его как одиночную ноду. Мы делаем его выводной. Ставим диск. И вот у нас использование одиночный. Но чтобы у нас не показывалась одна нода, нам нужно ее продублировать какое-то количество раз. За это отвечает нода Iterate. Iterate это как цикл. Iterate связывается правой ветвью с нижним квадрантом и делается финальной нодой, выводной. И вот здесь выставляется количество итераций. В данном случае поставилось 10 итераций, но ничего не поменялось, потому что на самом деле у нас круг нарисовался 10 раз в одном и том же месте. Давайте я сделаю размер его поменьше. Давайте сделаем 1/10 по x и по y. И вот на самом деле у нас тут один круг. Но их тут 10. Показано один круг, но на самом деле тут 10 кругов в одном месте. Как их разбросать? Разбрасываются они очень просто. Мы заходим в функцию offset. Берем float, выставляем на единичку и выводим два рандома из него. Они будут нам выдавать рандомные значения от 0 до единицы. По x это будет у нас x, это будет у нас y. X координата
это y. И если мы соединим в двойной вектор и сделаем его выводным, мы увидим, что у нас разбросались наши кружки. Можем посчитать их, тут 10 штук окажется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот не считаем. 9, 10. Потому что тут идет накладка, и мы видим, что они дублируются. Таким образом, мы можем задать здесь итераций не 10, а 100. А 100, и у нас будет 100 кружков, рандомно разбросанных. Давайте pattern size мы сделаем еще меньше. 0,2 и 0,2. Давайте вернемся к старой схеме. Как вот эти вот кружки нам раскидать? Заходим в ноду квадранта, который находится вот здесь вот. И здесь в pattern offset мы создадим ту же самую функцию. Единичка. Извиняюсь. 2 рандома для x и для y. Соединяем в двухмерный вектор и выводим. И мы видим, что у нас они также раскидались. Только вот здесь у нас получилось раз, 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 умножить на 32. Здесь 1024 кружков, а здесь у нас 100 кружков. Давайте поставим здесь тоже 1024. И сравним, что вышло здесь и что вышло здесь. Почему у нас вышли разные картинки? Ну, во-первых, у нас размер разный. Если здесь у нас размер стоит 0,95, то здесь у нас размер стоит 0,02. Но 0,02 это от значения всего экрана. Давайте поставим одинаковый размер. Допустим, вот здесь мы поставим единичку. Тогда вот этот размер будет, если мы уберем рандом, сделаем reset. Если мы тут посчитаем количество их штук, у нас будет 32. Я посчитал по степени двойки. 1, 2, 4, 8, 16, 32. То есть ширина каждого кружка у нас 1,132. Поэтому мы поставим вот здесь размер 1,32. 1,32. 1 разделим на 32. И мы видим, что у нас выводное значение float 2. То есть нам нужно по x и по y сделать. У нас будет одинаковое значение size по x и по y, поэтому мы используем одно значение. Используем как финальную ноду. И теперь у нас здесь размер такой же кружков, как вот этих вот. Давайте посмотрим. Итак, смотрим на наш граф, и мы видим, что все равно они не одинаковые, да? Почему не одинаковые? Потому что вот здесь вот, если мы не будем использовать рандомную функцию, каждый кружочек начинает двигаться от своего текущего значения. А текущее значение у каждого кружка разное. В данном случае вот здесь вот, если мы не будем использовать разброс, у нас текущее значение каждого кружка находится по центру. И они разбрасывались относительно текущего значения все. Так же, как и здесь. Только здесь текущее значение у нас в разном месте находится, здесь в одном. Вот и все отличие. Вроде кажется, что правая схема проще. И зачем использовать левую, но в левой есть свои преимущества. Смотрите. Так, давайте я вот это удалю, чтобы не смущало. Смотрите, во-первых, можно использовать... Давайте я вместо круга
Вместо диска поставлю параболоид. И здесь поставлю параболоид. Во-первых, можно вот здесь вот также использовать паттерны. То есть я возьму сейчас и скопирую этот квадрант сюда. И теперь мы видим, что у нас появился паттерн, который на октаву больше, он по размеру больше, и паттерны, которые меньше. И они все перемешиваются между собой. Я забыл вот здесь вот добавить еще одну связь. Если мы добавим то же самое в ветви повыше, и вот сюда, то у нас будет более разнообразный рисунок. Сейчас он у нас засвеченный, но если мы зайдем в Global Opacity и его настроим таким образом, чтобы не было засветов, то у нас получится вот такая карта. Но на самом деле я бы не рекомендовал использовать Global Opacity, уменьшать. Я поставлю его на единицу. Сейчас уже засветов не будет, потому что у нас Color Luminosity используется таким образом, что если все ветви наложатся друг на друга, они дадут нам белый цвет. В данном случае, наверное, где-то вот здесь вот похоже на то, что произошло такое наложение. Да, вот единичка. И плюс ко всему мы можем вот здесь также сделать, поставить ноду итерации. И уже добавить здесь, допустим, 2 итерации или 3. Мы видим, что у нас уже пошли засветы. Как с этим справляться? С этим справляться очень просто. Надо просто FX-мапу перевести в 32-битный режим. Вроде бы ничего не поменялось, но на самом деле у нас сейчас расширился диапазон. Если мы посмотрим по информации, то мы видим, что пиксели у нас, какой-то пиксель больше, по RGB больше единицы, какой-то намного больше. Вот здесь 1,2 есть. И теперь, если после этого мы поставим ноду Auto Levels, то он нам все исправляет. Давайте я сейчас быстро сделаю вывод на трехмерный вид, чтобы было более наглядно. Ambient Occlusion поставлю. Давайте чуть-чуть затемню. И поставим output height. Выведем все это на 3D-шный вид. Поставим, к примеру, цилиндр. И выкрутим Scale. Давайте поставим еще более светлый цвет. Это у нас будет Base Color. И сделаем его светлее. Вот получилось такой шум. Обратите внимание, что если я сейчас попробую сделать такой же шум вот из этого графа,
Так, здесь у нас сейчас не стоит никакого разброса. Мы помним, что мы меняли эту ноду. Вот здесь у нас есть разброс, и здесь мы поставим, давайте поставим параболоид. У нас их достаточно мало, давайте увеличивать. Давайте поставим 10 тысяч. И вот получилось как-то таким образом. И смотрите, какой граф получается вот здесь вот. И какой здесь. Здесь видно, что здесь больше видна процедурность, да, потому что один и тот же размер, а здесь размеры у нас кардинально меняются. И мы видим, что вот здесь вот идет подъем, спад, большой подъем, спад. Здесь такого мы не видим. Мы можем приблизиться к этому, если мы будем использовать вот в этой ветви pattern size не какое-то определенное число, а давайте будем его использовать от значения. У нас здесь pattern size единица стоит. Отсюда начинаются параболоиды. Со второй октавы размер параболоида равен половине экрана. Поэтому мы вот здесь вот давайте поставим 1/32 это самый минимальный размер. И 1/2 самый максимальный размер. И чтобы находить рандомное число от 1/2 до 1/32, мы можем использовать ноду линейная интерполяция. Подключаем это таким образом. И во вход x мы будем подключать рандомное число от 0 до единицы. Поставим единицу, здесь рандом. И уже вставлять сюда. И у нас получился вот такой вот шум. Получился другой результат. Не такой, как тут. Мы видим, разница есть, да? Он стал более плавный. Пропали резкие формы. Возможно, где-то это даже плюс, где-то минус. Я показываю вам именно два метода рандомного распределения, которые можно использовать. Это, глобальные, скажем так, два метода. С помощью вот такой вот ветви и с помощью одиночной. Давайте вот эти вот ноды я уже уберу. То есть у нас получается два варианта. Но плюс ко всему, вот здесь вот мы также можем использовать, помимо паттерна офсета, мы можем еще использовать рандомный размер этих нод. Давайте сделаем отдельно это. Мы просто возьмем. Копировать мы не будем. Мы сделаем другую функцию. Давайте мы будем использовать рандом от 0 до единицы. И также будем использовать линейную интерполяцию. Создадим новую переменную, которая у нас будет называться scaleRandom. Создадим переменную scaleRandom. Когда единица у нас будет, у нас максимальный scale, максимальный рандом будет по scale, когда 0 минимальный. Каким образом мы это реализуем? С помощью линейной интерполяции. Мы возьмем эту переменную scaleRandom и подключим
в линейную интерполяцию. Когда у нас scalar random 0, использоваться будет всегда единичка. Когда scalar random единичка, 1, использоваться будет всегда вход b, а это рандомное число от 0 до единицы. Если что-то между нулем и единицей будет, то будет что-то среднее между единицей и рандомом. Таким образом мы сделаем настройку рандома. Итак, у нас выход float 2, значит рандом будет по x и по y. Мы делаем вектор float 2 и выводим его вводной нодой. Здесь сделали. И давайте создадим такую же ветвь. Раз, два. Так, и нам осталось сделать еще одну. А вот эта нода у нас идет без паттерна. Помним, да? Я просто скопирую вот эту часть. И заменю входы. Давайте я здесь напишу, что просто только position. Здесь position и scale. Давайте сделаем его вводной. Так как у нас рандом стоит на нуле, scalar рандом, то у нас пока рандома никакого нет. Как только мы увеличиваем его, мы видим, что у нас размер становится разный и появляется намного больше мелких частей. Сравниваем с нашим результатом, который был до этого, и с этим результатом. Давайте здесь я также сделаю фрейм с названиями Position и Scale, а здесь только Position. Посмотрим только позиция, как у нас выглядит. Тут надо убрать size. Сделаем reset. И я сделал небольшую глупость, потому что, когда я ресетнул, у меня размеры каждого кружка на весь экран 1, 1, 1, 1. Это приведет к большому количеству просчета, потому что у нас 10 тысяч кружков программа обрабатывала. Поэтому я как можно быстрее сначала сделаю 1024. На этом моменте даже мог зависнуть компьютер. А теперь сначала я сделаю меньше размер. Так, размер мы возьмем отсюда, вот этот вот. 1,32. И поставим его в наш слот. И теперь здесь можем поставить уже 10 тысяч. Вот таким образом. Мы видим, что на самом деле, если присмотреться, то везде есть вот эти вот следы от кругов. Это происходит из-за того, что у нас в основе лежит параболоид. Если мы возьмем параболоид и пропустим через cross-section, мы увидим, что здесь у нас идет плавное изменение, а в районе черного цвета у нас он резко втыкается. Если мы возьмем
не параболоид, а Bell, к примеру, то мы увидим, что здесь идет плавное изменение как в районе белого цвета, так и в районе черного цвета. Давайте вернемся сюда, скопируем все наши части. Это у нас будет параболоид, а здесь у нас будет Bell. Давайте попробуем сделать другим цветом. Вот эту рамку и вот эту. Более нейтральным. Так, это у нас используется Only Position. Я выбираю здесь Only Position. И вместо параболоида давайте поставим Bell. Обратите внимание, что теперь у нас нету вот этих вот следов. И у нас получается как бы плавный шум. Если мы посмотрим на выход, он у нас достаточно плавный получается. Его можно отнести так же, как Perlin Noise, как Gaussian Noise, как Clouds 2 к плавным шумам. Давайте попробуем здесь сделать плавный шум. Bell. И поставим это финальной нодой. И мы видим, что достаточно интересные варианты шумов получаются, и они достаточно плавные. То есть у нас нету никаких резких краев. Точно так же можно проэкспериментировать здесь. Так, здесь нет No Pattern. Здесь Bell. Bell. Здесь. Здесь поменяем. И здесь. Используем как финальную ноду. И точно так же мы видим, что тоже достаточно интересный шум получился. Мы видим, что он не такой ровный, как предыдущий вот этот вот. Мне кажется, он более интересный. И давайте также вот здесь вот Bell поставим. И вот здесь Bell. Давайте посмотрим, что тут получится. Тоже обратите внимание, нигде нет резких граней. Все происходит плавно и с разными масштабами. Обратите внимание, что вот эта вот плавность перехода происходит из-за того, что у нас везде режим наложения ADSAP. И плюс ко всему, естественно, у нас происходят засветы. Вот, давайте возьмем, к примеру, вот эту часть, да? У нас вот здесь происходят засветы, но за счет того, что у нас 32-битная FXMAP, у нас мы видим, что RGB выходит в пределы за единицу. У нас аж 140 значение по RGB. Вот здесь вот. 140, 130. То есть большие превышения. И за счет автолевелсов мы все это преобразовываем в формат от 0 до единицу. Если мы возьмем, допустим, вот здесь ноду max и min, мы видим, что минимальная 114 и максимальная, минимальная 163, максимальная 114. То есть тут даже нету места, где пересечение меньше 100. Потому что у нас здесь в цикле 10 тысяч раз рисуется паттерн Bell.
И таким образом мы можем сделать плавный шум. Вот здесь мы можем уже поставить формат нашего графа. Это полезно для оптимизации, чтобы дальше не перегружать граф. Давайте зайдем в FXMap и используем ноду Switch. У нас есть нода Switch. Давайте ее подключим, допустим, вот таким образом. Сделаем ее вводной. По умолчанию у нас стоит селектор Left. То есть левая ветвь у нас рабочая, правая нерабочая. Давайте создадим свою переменную булеву. Она так и будет называться Switch. И прикрепим ее вот сюда. То есть мы видим, что Switch у нас прикрепился. И давайте попробуем попереключать. Мы видим, что у нас с помощью свитча мы можем переключать ветви, левую и правую. Так как количество итераций здесь и здесь одинаковое, то этот свитч можно было бы вообще вот сюда поставить. Вот таким образом. И сделать выводную ноду вот эту. И тоже все равно бы все работало. Все то же самое. Так, ну мы поднимем его наверх, чтобы не путаться. Так как у нас здесь уже расставлены фреймы. И сделаем свитч вводной нодой. Давайте вернемся еще раз в ноду квадранта. Я создам ее отдельно. Пусть это будет у меня круг. 3D вид нам пока не нужен. И сделаю несколько ветвей. Раз. Давайте вот так буду прям копировать. 2. Я думаю, подойдет. Итак, смотрите, у нас везде рисуется круг, и они накладываются друг на друга. Почему у квадранта 4 выхода? Если я сейчас возьму вот этот квадрант и сделаю новый паттерн, мы увидим, даже не новый паттерн, давайте просто другой паттерн сделаем. Давайте будет пирамида. Пирамида не видна. Давайте квадрат. И размер сделаем поменьше. Вот. Мы сейчас видим, что вот эти вот квадраты появились у нас. Вот этот квадрант отвечает за наши квадраты вот здесь вот. Если я сейчас удалю одну ветвь, мы увидим, что в каждом квадрате вот этого квадранта, то есть в каждой форме этого квадранта пропал самый первый элемент вот этот. И дальше вот этот круг, он будет рисоваться только на 3 оставшихся элементах. Если я уберу вот этот, у нас будет пропуск по диагонали. Ну или, допустим, вот так вот. То есть вот эти 4 выхода отвечают за то, что дальше идет, что квадрант дальше делится на 4 части. И если какая-то ветвь неактивна, то эта часть больше не прорисовывается. Вот мы видим, что вот эта часть неактивна, и в ней дальше ничего не прорисовывается. Точно так же мы можем, давайте наверху поставим вот здесь, уберем одну ветвь, и мы увидели, что в этой ноде вот этот выход отвечает за вот этот квадрат, и в этом квадрате уже больше ничего не рисуется. Давайте мы даже здесь новый паттерн поставим, и мы видим, что прорисовки тут нет никакой.
Вот за это отвечают 4 выхода каждого квадранта. И последнее, что давайте мы на этом уроке сделаем, мы сейчас немножко улучшим наши шумы. Давайте, к примеру, возьмем вот этот вот. Мы видим, что здесь в pattern size мы используем рандомное число от максимального числа 1,2 до минимального числа 1,32. И у нас, я вижу, что достаточно много больших форм. Как сделать так, чтобы можно было регулировать количество больших форм и малых? Я думаю, можно просто сделать дополнительную переменную, которая будет называться scale power. По умолчанию она у нас будет единичкой равна. Зайдем в наш паттерн. И смотрите, здесь рандомное число идет от 0 до единицы. По теории вероятности, я думаю, одинаково сейчас выпадет что-то ближе к единице и что-то ближе к нулю. Как от этого избавиться? Нужно просто сделать нелинейную зависимость. То есть, если сейчас к примеру 0, 1, как-то вот так вот попадают значения, да, рандомно. Если мы сейчас возведем эту прямолинейную зависимость в какую-то степень, у нас получится вот такая вот кривая. И тогда, если вот такой изгиб, то у нас больше будет мелких частей, а крупных меньше. Если у нас идет изгиб вот такой вот, то у нас больше будет крупных частей, а мелких меньше. Для этого используется функция power. Мы возводим рандомное число от 0 до единицы в степень. Если эта степень будет больше единицы, то у нас будет красный график. Если будет меньше единицы, то желтый график. Давайте здесь мы возьмем getFloat и возьмем нашу переменную scale power. И уже вставим это в ноду линейной интерполяции. Давайте посмотрим, как будет меняться наша трехмерная форма. Если мы будем уменьшать scale power, мы видим, что у нас появляется больше мелких частей. Вот таким образом. Если мы ставим больше единицы, то у нас больше больших форм получается. Если посмотрим на 2D, мы видим, что малых форм очень мало. То есть вот таким образом можно сделать настройку своего шума, который будет плавный, такой же как Gaussian Noise, либо Perlin Noise.